Блядь, ударился? Не ударился. Надеюсь, ты заснял. Да, было? Заебись. Не вырезаем. Можешь это протереть столы? Тебе? Да. На самом деле это не про фаворит, потому что там Амар типа заряжается. Спасибо. Ну нет, ты с фоном сливаешься. У тебя голова на трансляции сливаться будет. Ты лысый типа будешь на ферме. Видно будет меня? Не, ну просто полбашки не будет. Дань, а ко второй грилата хочешь? Да. Окей. Ребят, тимспики давайте проверим. Что, парни, давайте грил. Будьте на фокусе. Хуйни, парни. Главное не делать хуйню, помните? Это если бы Хельс купил вместо Агана, на самом деле. Я просто будет первый начал. Творцы интересный где-то. А, ты у нас топ-3 топ-нетворцы, парень, написали? Игра же была наша, если мы... Мы смог просто въебали один. Что мы делали? Все, у нас смог въебались, игра проиграла. А, мы просто Так же налога, дистаем, бля, не на смог. Да, можно будет холоднее сделать, супер жарко, как будто бы, нет? Бля, мы как будто не жмем смог, потому что я инвизу на ЛХ раскидываю, нам кажется, что типа в смоке. Мы спускаемся очень лоу-граунд. Ну, за смог и все. Да мы не слабее, что в том моменте были. Ну, ладно, похуй. Это самая фри-игра в моей жизни была. Я был уверен, что мы уже выиграли. Стали, помните, нам Рома говорил, что не стойте у этих елок, и мы там пятером стоим типа, у этих елочек. Игр было ебано уже, блядь, я не знаю. А, бля, парень, когда мы думаем, он уже смог, он уже смокил. Что такое? Кажется, мы карту хорошо в этой играли. Ну, я там поспейсил, я курицу давал. Типа, под мидом мы сделали бред, конечно. Да, под мидом могло быть лучше. А так игра, да, была же дроу даже фаворит для нас. Да, мы вели на... Когда вот до того, как сдохли, Мы начали вести, на 29-м начали вести. Ну еще Торментера про... Это плохо разыграли момент. Какого именно? Первого, то, что вы въебались в миде, в Скаймага коммититесь, вас прыгает, отвечает Марс-арену, и вы теряете героя и уже не можете... Игра нахуй охуенная. Причем идеально лейним 4 минуты. Просто играем. Вот я именно не люблю тут. Я дал один такой стрейт лайн, типа, я идеально стою потычку с подвин, то есть я никак потычек не представляю. У меня, бля, я так был опять расстроен, мне 3050, я уже медаль поставил, но потом, когда типа то, что челы не поняли, что надо меня ебать, я просто камбайкал пиздец. Я просто купил перчатку Ралис, типа, и мне такая охуенная игра. Я просто стою, и подвин, потом это время перестало проявляться, и мне просто начали ебать. Плейнул, да? Просто читаю как Лэшков, блядь. Так сильно было, да? Да, я просто, если у меня... Рэш, да, нажал? Нет, я нажал, короче, на ренжа, я знал, что там будет Warcry, либо, короче, арканы. Погнали, И как погнали. только я увидел арканы или Warcry, я жму кушку, типа. Я тут уже дал лист, а это хорошо, так, я бы тебе еще лот создал, мне кажется, не уверен, даже бы не нажал. Горисет. Ну, охуенная игра все равно. Илюха на Найте. Давайте просто. Плюс что я обоссался. Поэтому ВКБ не играл в конце. Пряковку. Все равно увидите завтра плыву. Я эту игру в соло выиграл. Зарынала. Ваня хорошая игра на килл.
А у вас какой это 2-1? Да, 2-1. Сейчас 3. Там раки. Нет, там... Виталий Пуджа вчера на 3-2 взял? Я всегда взял Пуджа, потому что я на 3-2 играл. Я на 3-2 играл. Ты видел два Фуканов игры? За матюху было. Нет, ты видел? Я ему еще маску скинул, передарю, типа, блядь, чтобы... Короче, мне Владос скидывает какую-то маску синюю, и я в уникальной ситуации. В уникальной со своим сетом. Прихожу с сапогом, нахуй стану, уже давай. Я появлюсь на Фук Тритнага, беру на Лайнс. Как самый первый подал. Когда покинул, они кидал матюк, он говорил, ничего, близко был. Боевой дух поддерживает? Нормально. Я на такую вообще могли выиграть. Я стоял один, никого со мной нет, я это не говорил. Там скидер с базы, у них черная мапа, скидер БТП на свой Т2 и идет под мувс. А мы не реддите тут. Все, второй раз будем умирать там на базы. Знаешь, Велик, что я на 3-2 играю специально. Удачи, парень. Давай, спасибо. Парни, я вам предикт уже дал. Окей. Тундра Топсоны. Где этот голландик смотреть? Папа, совет Какой? Тимбер БХ в Герабайн. Давай. Ну он нам не поможет сегодня? Какой матчап? В Тимбера... Это что, какая здесь баба? Сейчас посмотрим. Ну и возможно могли Рошу контестить, но это после Торма тяжело нам сделать было. Честно, эта игра просто в одном моменте решилась. Early game был у нас файн в целом. Несмотря на то, что у Матвея тяжелая игра была. Да не, на самом деле, даже после early гейма, мне кажется, ну... Я бы не сказал фришно, но могли выиграть. Наверное, могли выиграть. Мы Рошан, не знаю, Мне кажется, мы ошиблись на Т2 в топе. Мне кажется, этот момент он факт. Ну да, это же вообще не кстати. Я приду больше, но позже матюха. Но надо больше деталей рассказать, чья это пачка, парень. Я не знаю, как, я не знаю, кто это за Коля. Котя? Да, ну первый файт. Первый файт самый? Да. Ну, у меня просто БКБ на 15 минуте, может, с этим еще сразу. Нормально, мы все знаем, но он типа сейчас взял ФП после победы опять. Но я могу опять сесть СП и повторим. Я готов все драфты повторять дальше. Мне кажется, чтобы Виталий понимал, я типа обычно, ну, Драксира не беру топор. Я именно взял Малькинга, и я ждал, что он прыгнет на лодке. Это зарешало пиздец. Руку подыши себе, чтобы знали. Владян прям очень хорошо играет. Это, кстати, игра вот самая главная вот, проверка на дисциплину, мне кажется, вот сейчас. Давай сюда. Немножко с позором, конечно, с позором, да. С позором почему? Потому что я парень, если бы проебали эту игру, это был бы дисбан. Я бы красный пан. Вот тут бы домой остался поехал. Красный просто. Блин, так это довольно пиздец. Парни, ну чуть-чуть. Чуть-чуть. Я тебе пожалуй, Хороший. Хорошая игра, так. Хорошая игра. Ты встал? Мотивация, Владян. Мотивация. Ну вы вывод сделали, что Даньку надо было, да, ЕГЭ брать на ХГ? По миду идет последняя пачка. Боти скипнули они? Миде последняя пачка. И я начал орать, типа, парень, на пиздец нужно мид пачку, чтобы они не дать заскипать. А Данек продавливает, что надо бить бот. И вот так стоит, бьет бот. А он без Аегиса. А я не рейди на пускаю. Ну, нормально, парень. Да нет, просто я уверен, насколько вот идиотская игра, да, кажется, вот для тех, кто тем более не понимает. Вот счет 32-1. Ну, а что это значит? Это полное вытирание мужчин с карты, правильно? Правильно. Единственный, кто сделал килл, это обезьяна, который бегал 1-10-0. Все.
И потом раз, типа, один файт, игра в нуле. Причем, ну, умирает всего 3 человека. 3 человека, файт. Через спир заверсить до ВКБ. Первая карта. Фальконов. Почему решили не банить Марса Амару? И влияет ли All-чат во время игры на настрой? Ну, почему решили не банить Марса? Да, потому что мы забанили, думаю, Бристлбека в третьей стадии. Тоже считали, что это герой сильнее Марса в эту игру. Поэтому не забанили. Но у Амара много героев, что делать. А что там надо играть? Даже та игра же, она была дроу на 30-й минуте. Мы там, условно, они бегут с Макея перед вторым Рошаном, а мы не жмем смог. И они в Division в нас прыгают в четверых. Критическая ошибка, мы вывод сделали. А по All-чату, да, не сказал бы, что влияет. Ну, вот эти типы там. Да, мы уже привыкли, что там какие-то фальконы или какие-то челы могут писать, что типа, я думаю, на все равно. Ну, тебе конкретно все равно. Думаешь, кого-то в команде это аффектит? Да, не прям, нет. Ладно, давай по второй. За счет чего удалось камбэкнуть после тяжелых линий? Ну, за счет того, что у нас хороший драфт очень. У нас там Найс был спик, хоть у него не пошло. Там Сардара, плюс Фурион прилетал на Эйклайн и так далее. Мы нашли хорошие опенинги в игре, мне кажется. Там я на БХ сетапил, там Vision, все дела. И в один момент игра для нас стала фаворит. Вот мы и выиграли. Но очень хороший драфт, и как бы не сдавались, хоть там не пошло в начале. Камбэкнули. Он же даже, по-моему, ставил на... Ну, Илюха ставил квикбай Мидас в один момент. Или поставил Мидас на Найкса, но потом повезло, мы там немного... Ну, а вы это обсуждали вообще в игре? Нет, я Он не просто... говорил? Я один раз покрикал своего Найкса, вижу у него Мидас квикбай, типа с перчаткой. Да. Я думаю, ну ладно, типа, не буду говорю, за нас Ванек раньше тоже Мидас бывал, покупал, так я думаю, ладно, типа. Но потом все-таки он купил Радик с перчаткой, поэтому нормально. Драка у Т2 на топе против Аегиса. Какие были колы в ТСе? Если ты помнишь эту драку. Я помню эту драку. Да, что там, если честно, ну, простая драка довольно. Там у них, по-моему, секунд 30-40 Аегис у кого-то. Мы его джампим, убиваем сразу. Он встает с Аегиса, и там как бы фрифайт. А что коммуникация? Там по базе, по таргетам что-то. Ну. Просто ассист такого. какой-то общий, типа. Да. Бьем этого, бьем этого. Давай по третьей. Фалькон 2 раза взяли Скаймага в Тимбера. Насколько это хороший герой против него? Ну, полагаю, неплохой герой. Ну, Скаймак просто сейчас типа МБ не очень герой. Но там, когда Фальконы ставят его типа в сейфлейн часто. В сейфлейне герой получше явно, чем в харде. А так, типа, ну можно играть на героя, да. Но тебе комфортно играть против Скаймага на линии? В принципе, Нет. много дэмэджа. Я думаю, с Камага все ли комфортно играть, если ты не на PG с сапогом, как я. У тебя будет вопрос про PG? Не знаю. Нет. Тогда я сразу могу, это обращение к фанатам, извините, что я взял PG. На самом деле у нас была стратегия, что со швейцарки надо выходить с 3-2, потому что чем больше игр до плей-оффа сыграть, тем лучше, поэтому я на всякий случай взял PG. Не пошло. Последняя игра у меня была на PG где-то в феврале. Но все равно на хайграунде было 2 Да, гира. было. Два хука было, Было, и выбили тут сейчас Аегис. будет этот момент как раз резко, типа, где Да, как раз да. баете кука. Поэтому импакт был на 1%. Стоит ли еще ждать Пуджа? Пуджа больше не стоит вообще ждать от меня никогда, наверное. Наверное. Вот так, да. Хорошо. Почему решили Квапу отправить в оффлейн, а не на мид? В той игре, ну, в последней, получается. Думали, Копа нормально постоит с Пужом. Ну, по-моему, как раз там, И- мы же долго думали, да, в конце, на ласт Ну, мы решали, мы могли взять типа и хардера какого-то и ставить Копу 3 под Пуджа, типа в гира, мы считали нормально. Окей. Ну что, перейдем тогда к игре с пари, правильно? Да. Давай. Вопросы более актуальные. Во всех 3 картах мы отдали пари Чена и МК. В чем были ключевые отличия в первой и второй картах? Потому что с первой, наверное, у них С МК и Чен. У них был Фускар, который мы не закрыли. Я очень сильно ошибся на лайне, на Леоне, умер на первой пачке там. От МК Фускара такого, конечно же, быть не должно. По итогу у нас у Акса нет никакого геймплея там в этой игре. Из-за этого игра была тяжелая, хоть у ДНК на Никре был full free mid. Он выиграл миду колпы сильно. В топе у нас у Джаггера была тоже full free. И даже эту игру, получается, мы затянули, могли выиграть. Джаггер с Джаггером Фускара. Тоже, ну, в лайте там хуже сыграли, чем они, наверное, и все. Ну, там все в микромоментах, на самом деле. Но игра была, по сути, дро там в один момент. Хотя мы всю игру лузали там типа 10-12 тысяч. Было тяжко играть, да, они давили с Ченом Фускаром, там у нас мало дэмэджа в моменте. Но могли даже так выиграть в лайте.
Поэтому... А во второй игре... Нет, подожди, я хотел задать, извини, что перебил, хотел задать вопрос по поводу Хускара. Мы же как раз до этого были на обеде и обсуждали Хускара. мы Ну, обсуждали- что они играют, его и флексят там, ну... Да, но мы решили, что типа, там то, что мы забанили, лучше. Там, Ну, короче, вы это обсуждали тоже, да, что они могут взять Хускара? Мы обсуждали, да. Но в любом случае мы не должны так плохо ставить Хускара. Может игра будет другой. Керри Шторм, что можешь о нем сказать? Как он может работать? И работает ли он? Наверное, может работать, но, наверное, не Фуриона мид, который прилетает тебя до 6 убивать постоянно под Тускара Кентавра. Если на комфортную линию, где его не могут там прежерить, наверное, может работать. Не, ну слушай, он выходил с линии 0.4, но по Но он фарму... у него- камбэкнул, да. Но он не в топе, он стоял, фармил всю игру, понятно, и я это видел, но не прям в моменте что-то я видел, как с этим что сделать. Ну, короче, ты считаешь, что это может работать? Да, конечно, может. Да, дебаггеров дать не впливает. Во, мне это нравится. За счет того, что мы играли все карты в Ч на МК, да, но мы посчитали, что нам нормально грабить героев. Там понимание сейчас у всех с Ченом, типа, слапать лайн, оставить Чена в карду. Они, ну, типа, он не ожидал, там, возможно, что я буду еще на Тускаре каком-то играть, еще на каких-то милишниках, там мне БХ, типа, банят. Мы были готовы, типа, к этому. Может, их удивили тоже, типа, что там я в сейфлайн шел тоже. Поэтому эти свапы лайнов непонятно вообще для кого фейворит, для нас или для них. Мне кажется, для них это тоже какие-то уникальные ситуации, поэтому игра как бы рандомная. Поэтому мы были готовы в этой игре, в принципе. Ну и последнее, смотри, 11-0 на 10-й минуте, а преимущество всего 1000 золота по игре. Ну и дальше там, соответственно, 30-32-1. Как вот такое может быть, что количество киллов огромное, да, разница в киллах огромная, а преимущества как такового нет по карте? Как вот так работает бот? Объясни для тех, кто не понимает. Так работает дота. Возможно, она работает так, потому что сейчас такая дота, и ты можешь фармить все равно всю карту со штормом, там, с квапой, сплитить. Это первый вариант, который у меня есть. Второй вариант, так работает дота, если команда с преимуществом плохо играет, то есть мы, и недостаточно хорошо их по карте ловим, возможно. И, возможно, из-за этого. Так не, мне кажется, Преимущество наоборот, не что мы растет. их ловили нормально просто. Не, мы вроде нормально ловили, да. но не фармим. А может, мы могли еще с ним ловить. Это мы и посмотрим на реплей. Вот так. Хорошо, Виталий, поздравляю тебя с выходом, получается, в плей-офф. Спасибо. Со счетом 3-1 ты хотел 3-2, Я хотел получилось. 3-2, я пытался на 3, на Леоне пытался, на 3-2 играл, на Пудже играл против Falcons. Но что сделать, 3-1, так 3-1 тоже нормально. А какой вывод? Так работает дота. Да, так работает дота. Все, спасибо. Тогда- Пошли кушать. тогда-